Фух. 20 часов добирался я до Еревана, чтобы увидеть разгромную победу Грузии в матче с Арменией со счетом 3-0. И теперь я приветствую вас. Очень хочу вам рассказать эту историю, как это было. Ну и, конечно же, показать все голы болельщиков и прекрасный город Ереван. Поехали! Друзья, всем привет! Не знаю, постоянно ли вы мои зрители или случайно заскочили на канал. Я уже год рассказываю о грузинском футболе, постоянно слежу за всеми игроками, за переходами, за новостями, анализирую голы. Поэтому, если вам это интересно, сразу подписывайтесь на канал, потому что на русском языке ничего нету подобного. Кстати, если вы русский, может быть, не очень понимаете, субтитры есть, тоже, пожалуйста, включайте. Английский, грузинский, французский, немецкий, все, что хотите, специально для вас. Ну что же, давайте вспомним вообще, как я решил поехать на матч Армения-Грузия. Ну давайте сразу оговорюсь, если вы пришли посмотреть футбол, хотите посмотреть стадионы, эмоции, аналитику, вот сразу сюда перемотайте, там это будет. Но для тех, кто никуда не торопится, кто хочет послушать мою историю, пожалуйста, оставайтесь. Даже ревьевка прошла, я увидел, опа, Армения-Грузия, это же шикарно, это значит, что можно два матча посмотреть, это значит, что атмосфера будет потрясающая. Ну и в марте уже будет потеплее, почему бы не приехать вновь в прекрасную Грузию, ну а Армения это совсем рядом. Ну, вот так вот я начал приглядывать билеты. Сначала хотел аккредитоваться, но, знаете, все очень сложно с этими аккредитациями, будь они неладны, потому что я, по сути, сейчас блогер, а не работник какого-то СМИ грузинского или армянского, поэтому мне в итоге ничего не дали. Но билеты мне покупать никто не запретил, и снимать с трибуны тоже никто не запрещал. Поэтому я выбрал такой путь. Билеты купил сначала на матч грузинский. Во-первых, повезло, конечно, что игра будет на Динамо-арене, там билетов побольше, и шансов купить их тоже у меня было больше, потому что когда на Месхе Грузия играла, там было все очень плачевно, ну и в Батуми тоже. Ну а на матч здесь, в Ереване, все было попроще, ажиотаж не такой сумасшедший. И я сегодня видел на стадионе, что грузинские флаги, они были повсюду, и даже в какие-то моменты, конечно, хозяева хорошо поддерживали свою команду, но в какие-то моменты ты забывал вообще, что это стадион в Ереване и вообще-то сборная Армении, хозяева. Хотя, знаете, армяне так очень ревностно относились к скандированиям. Любые кричалки грузинские, когда они слышали, они тут же включались. Ну, в этом плане все было позитивно, но вот так вот грузины мотивировали весь стадион сегодня не молчать. Сербия прям. Ну, давайте вернемся к билетам. Вот купил я билет тоже на матч в Армении, решил, что программа минимум выполнена, пытался добиться аккредитации, но не получилось. Дальше было интересно, как лететь, потому что я в данный момент проживаю в Алмате, и, знаете, прямых рейсов из Алматы в Ереван вообще нету. Ну, естественно, самый первый вариант, который напрашивается, это лететь в Кутаиси, из Кутаиси в Тбилиси, из Тбилиси в Ереван. Но, знаете, в последние годы я уже вот по земле очень наездился, особенно этот маршрут Тбилиси-Ереван, и хотелось бы, честно говоря, пролететь над горами вот эти все серпантины. Но в итоге я упустил билеты до Кутаиси, и пришлось мне лететь через Абу-Даби. Это был единственный вариант. Ну, там можно было выбрать, провести мне в Абу-Даби 8 часов или 12. Но я решил, что все-таки 8 мне хватит. И вот вечер вторника я отправился из своей квартиры в Алматы на такси в аэропорт. Фух, друзья, ну начинается мой непростой путь из Алматы. Вот сейчас уже бегу буквально на такси. Очень долго. И все ради матча Армения-Грузия. Чуть больше часа на такси. Вот я у аэропорта. Отправляемся сначала в Абу-Даби, а потом уже в Ереван. Вот видите, вверху рейс в Абу-Даби, кстати, забавно, что даже на китайском показывает. В аэропорте там со мной случилась еще забавная ситуация. Я перепутал таблетки, выпил очень много таблеток жаропонижающих, боялся, что что-то в самолете со мной случится. Но, к счастью, обошлось, я оказался на борту, и вот первый рейс был именно до Абу-Даби. 7 часов я уже в пути, но это только середина пути. В Абу-Даби я был уже не в первый раз, ну, более-менее знал аэропорт, но, знаете, много интересного для себя открыл.
Кстати, смотрите, насколько много места. Очень просторно. Очень кайф. Да, вот она, арабская вязь, и первая остановка нашего пути — Абу-Даби. Кто арабский знает, заходите в комменты. Ну, видите, кто-то совсем налегке, в тапоньках, так сказать. Кто первый встал, того и тапки. Ну, не мои сегодня. Можете посмотреть, как паспортный контроль происходит. Я знал про эти электронные такие кабиночки, через которые можно проходить, но вот не знал, как они работают. Вот видите, короче, загрузка. Ага, нифига, я тут еще не был. Короче, объясняю, не знаю, нужна вам эта информация или нет, но если вы раньше были вот по своему паспорту здесь уже, в Эмиратах, тогда вы пройдете по электронному без проблем. Но если первый раз с новым паспортом, как я сейчас, тогда нет, сорян, придется стоять в очереди. После паспортного контроля, знаете, я летел визаиром, а там, знаете, есть такая фишка, что нужно зарегистрироваться в онлайне, потому что если регистрируешься в аэропорту, там с тебя еще дополнительные деньги снимают, поэтому я все заранее вопросы порешал, зарегистрировался, и, к моему удивлению, за 6 часов до вылета я смог уже получить свой посадочный и пройти в зону, даже не то чтобы ожидания, там огромная зона аэропорта, стыковочная, транзитная, международная, как хотите называйте, и чего там только нет, посмотрите. Да, друзья, впервые подобный опыт. Вот у меня вылет, видите, в 8:10. Сейчас на часах где-то час ночи, и тем не менее мне дали билет. Прям музейный аэропорт. Смотрите, какое гигантское табло. 1, 2 экран, 3, 4. И Еревана тут по-прежнему нет, потому что он в 8:10. Но помимо магазинов, меня приятно удивило и наличие такой флоры, фауны я там не видел, но действительно очень красиво, тем более, что это город в пустыне, и я даже не уверен, что в городе такое есть, а в аэропорте там вентиляция отличная и дышится прям классно. Грядка, мне кажется, тут можно капусту выращивать или картошку. С ума сойти просто, сколько зелени. Да, друзья, можно делать отдельный выпуск, мне кажется, про этот аэропорт, потому что столько всего необычного. Я привык, что обычный аэропорт — это какие-то здания просто, где люди ходят, какие-то металлоконструкции, и все, и ничего там нету. А здесь, смотрите, зелень, какие-то переливающиеся экраны, чего только нету. Ну, когда у тебя длинная стыковка, в принципе, здесь можно скоротать не 1 час, все это изучая. Вот опять верблюд, кстати, смотрите. Их тут, надо сказать, немало. Но все-таки у нас выпуск про футбол, поэтому я вам сейчас еще одну вещь покажу, и все, и потом уже в Ереван. Немного погуляв по аэропорту, я решил, что надо бы подкрепиться, и узнал о наличии лаунжа отдельного, где, в общем-то, можно сказать, все включено, а проходки туда можно достать через известные банки, через известные приложения. Не хочу никому рекламу делать, если вам будет интересно, в комментах спросите, я вам расскажу. И там тоже меня приятно удивил сервис и что там было внутри. Короче, не думайте, что я богатый, ну, у меня есть проходки, которые мне бесплатно достались, чтобы посмотреть Pearl Lounge. Друзья, видите, ну все серьезно, здесь прям отель находится, очень круто сделали. Ну, сейчас посмотрим, что внутри, вот меня пока регистрируют. Короче, видите, чего здесь только нету. В принципе, выбор неплохой. Я вот себе вот такую порцию набрал, сейчас попробуем. Проведя какое-то время в лаунже, я уже решил, что пора все-таки отправляться на рейс. Уже, конечно, сил не было совсем, потому что я толком там и не поспал. Ну, в лаунже, честно, не до сна было, там как-то все не приспособлено было. Что я вам скажу, 3 часа здесь можно провести. Я вот сейчас уже ухожу. Количество питания не ограничено. Вот есть такие зоны, в принципе, норм. Но полежать, конечно, не получится. Наша ночь в Абу-Даби продолжается. Знаете, вот узнал тут, что при лаунже, вот этом Pearl Lounge, есть еще отель. И $95 за 6 часов.
это вам не курорт. Ну, если уж ночь хотите, то более $200. Поэтому я пока, пожалуй, здесь лучше погуляю. Прошла эта бессонная ночь. Ну что ж, наконец отправляемся. Еще чуть-чуть осталось, чуть-чуть совсем. А тут уже и лететь, в общем-то, надо. Дождался своего рейса на Ереван. К счастью, он был относительно свободный. И так началась финальная часть моего путешествия именно по небу. И вот представляете, приземляюсь я в Ереване, уже уставший, голодный, ничего не хочу. Практически не спал я ночью, но зато весь полет проспал. В Ереване, знаете, так прохладненько. Но я ждал худшей погоды. Посмотрим. В прогнозах написано, что погода будет ухудшаться стремительно. Не знаю, как она будет. Выхожу из зоны таможенной, зоны паспортного контроля, и оказывается, что сборная Грузии прилетает вместе со мной. Буквально за 10 минут до меня она приземлилась, и уже люди собираются, местные болельщики, чтобы встретить эту сборную, представляете? Ну, наибольшее удивление у меня вызвал, конечно, мальчик с гипсом, который на одной ноге прыгал, чтобы получить автограф футболиста сборной Грузии. Это, конечно, что-то невероятное. Ребята, по-русски говорите, нет? А? По-русски говорите? Да. Почему Мардашвили? Потому что я люблю его с детства. За Грузию будешь болеть, нет? Да. Серьезно? Мы очень любим грузинские фанаты. Я грузинка. А, да? Да. А сборная сейчас приехать должна, да? Да. Что? Вот сейчас, да? Да? Скоро? Ого, я тогда тоже с вами постою, если вы не против. Да, Тбилиси. 11:41. Кстати, вот только сейчас заметь. Ого. Георгий. Ну и, судя по всему, у него получилось не только взять автографы, но и сфотографироваться. У меня улов был поменьше, я там поздоровался с Георгием Заря и сделал фотку с Качарашвили, ну, что, в общем-то, тоже не так плохо. Ну и после этого отправился уже в гостиницу. Добравшись до гостиницы, конечно, нужно было немного отдохнуть, ну а вечером меня ждала еще приятная прогулка по Еревану, которую прервал злосчастный дождь. Вечерний Ереван немножечко. Так, ничего не понятно, но смотрите, что за место. Интересно. А вот завтра армянского аргентинца не будет на поле, очень жалко. На следующий день я уже, можно сказать, был полон сил, поделился с вами превью, какими-то своими историями и готовился к матчу. Ну, конечно, нужно в день матча идти в город, пытаясь понять, что вообще происходит. Город видит этот матч вообще? Люди готовятся или нет? Друзья, день матча, где-то 5 часов до игры. Как будто бы солнечный день и все хорошо, но прогноз пишет грозу, жесткий дождь, ливень. Мне кажется, вот откуда-то оттуда все идет. Совершенно я не знаю, какой будет ажиотаж вокруг матча, но грузинские фанаты в городе уже появляются. Вот смотрите, целая группа. Сакартвело. Слушайте, ну еще одна группа грузинских фанатов и пока ни одного армянского. Друзья, вот это неожиданно фотка Мхитаряна, что бы это значило.
Сакартвело. И вот представляете, к своему удивлению, кроме вот этих грузинских маек и футболок, я больше ничего не видел. Ни армянских флагов, ни каких-то кафешек, анонсирующих предстоящую игру, ни каких-то ожиданий вообще от этого матча. И я решил уже пойти в место максимальной концентрации болельщиков. Я знаю, что было шествие у болельщиков сборной Грузии. И там мне удалось пообщаться с несколькими из поклонников грузинской команды. Друзья, смотрите, давайте считать. 1, 2, 3, 4 минимум автобуса. Вот эти вот 3 рядом стоящие, может быть, тоже. И это все фанаты сборной Грузии. Я знаю, что порядка 1500 человек здесь должно быть. Все с флагами. Просто Ереван сегодня грузинский. Скажите, откуда вы приехали? Что ждать? Из Грузии. А в Тбилиси или нет? Да, конечно. Что ждать от матча сегодня? Мы ожидаем победу. Только победу. Ничья нет. Нет, Братья никакой армяне ничья. нет? Армяне всегда били и будет брать. Сегодня победа будет наша. Микаутадзе, Зурико и Микаутадзе. Давиташвили Зурико и Георгий Микаутадзе. Спасибо. Удачи. Пожалуйста. Настроение отличное. И надеемся, что нам всем понравится матч. Победу Грузии, конечно. Вам как-то напоминает это матч между Араратом и Динамо Тбилиси? Или все-таки это другое сейчас? Ну, мы не такой возраст, что я не помню такой как дерби, но знаю, да, напоминает. Шансы у Армении будут на победу? Думаю, что не будет. Счет? Предскажете, нет? Какой счет? 0-2 или 0-3. Я так думаю. Спасибо, удачи. Вам тоже. Спасибо. Вот такие вот мнения, знаете, я вам скажу, что я записывал людей на подступах к стадиону имени Михаила Мецки перед матчем с Португалией. И мне все говорили, что Грузия выиграет. Я думал, ребята, вы больны, какая Грузия? Португалия с Роналду играет. Нет, ни одного человека не было, честно вам говорю, который бы сказал, что Грузия не победит сегодня. И в итоге Грузия действительно выиграла. Что стоит ожидать от матча с Арменией? Конечно же, здесь все сейчас меня убеждают, что армяне, конечно, братья, но победа будет за нами. Скоро узнаем. После этого я решил, что как-то надо уравновесить шансы. Давайте попробуем поискать армянских болельщиков. Нашли мы 2 ребят, и они охотно рассказали о том, как они себя ощущают вокруг одних грузин в центре Еревана. Ты видишь, что здесь все за Грузию? Я ни одного армянского флага не видел, ни одной армянской футболки вообще. Вполне естественно, что ни одного армянского флага. Мы в центре Еревана, нам нечего показывать, нечего доказывать. Мы как бы внутри себя к этому готовы. А все покажем на стадионе. Я как объективный человек со стороны, непредвзятый, могу сказать, что все указывает на то, что Армения выиграет 5-0 в этой игре. Вам тут не страшно? Тут одни грузины, грузинские флаги. А почему нам должно быть страшно? Мы в своей стране, грузины наши братья. Почему? Они, наши друзья, приехали футбол смотреть так же, как и мы. Так что мы ничего не боимся и никого никогда не боялись. Я, конечно, шучу. Я имею в виду, что очень странно, что армянских фанатов пока не так много. Они уже где-то на стадионе. Вообще, не будет ли, что грузины переорут армянских фанатов? Они собираются в 6 около оперы, и в 7 уже начинается их поход к стадиону. Так сказать, Грузия фаворитом считается, но у Армении есть свои шансы всегда выиграть. Я думаю, что будет сильный матч, то есть мы увидим острый матч и надеемся, что Армения выиграет. Здесь нужно выиграть и в Грузии сохранить это преимущество. Потом я услышал, что в районе здания оперы, оперного театра собираются болельщики сборной Армении. И, конечно же, я пошел туда посмотреть на то, как этот сбор выглядит.
18:40 на часах. Это опера, это я. Армянских болельщиков здесь нету. Не знаю, может быть, они собирались раньше, может быть, они соберутся позже, может быть, они у стадиона. Если вы их видели, пишите, мы их разыскиваем. Очень мало, я переживаю за армянскую команду сегодня. Так можно и проиграть. Болельщиков я так и не нашел, но делать было нечего. Пришлось идти на стадион. Но дождя все еще не было, был прекрасный солнечный день. Опять я залез в телефон, посмотрел. Дождь, гроза, дождь, дождь, дождь. Ну, собак здесь не так много, как в том же Тбилиси, но они есть. Привет, Бобик. Грузия или Армения? Кто выиграет? Давай, правая лапа Грузия, левая Армения. Ничья, значит. Никаких флагов, ни футболок Мхитаряна или кого бы ни было еще из состава сборной Армении. В общем-то, ощущение, что сегодня футбол вот грузины создают, которые приехали массово, и пробки на границе с Арменией есть. Об этом в социальных сетях пишут. А что армяне, ребята, вы где? Вы вообще знаете, что у вас матч сегодня? Надеюсь, что на стадионе будет иначе. Но в итоге я решил рискнуть, что ну его, пойду, была не была. Конечно, взял курточку, но решил без дождевика обойтись. И, ну, если честно, я хотел съездить на Раздан, вот тот самый стадион, который вмещал 70 тысяч, потом превратился в 50-тысячник. Хотел тоже его показать, но не получилось, не успел. А вот этот республиканский стадион, он хоть и атмосферный, но посмотрите, конечно, там подступы к нему не очень удобно находятся, там нужно еще как бы умудриться туда пробраться и попасть. Но вот когда я все-таки подошел, я уткнулся в очередь из грузинских болельщиков, которые были на веселье. Вообще вот эти автомобили, огромное количество автомобилей. Мне кажется, что вся Грузия приехала сегодня болеть сюда, в Ереван, на ту квоту, по крайней мере, которая была доступна грузинским болельщикам. Хотя не только в грузинском секторе сидели люди. Я видел, что с флагами сидели вообще, в принципе, по всему стадиону. Но машин очень много было с грузинскими номерами, с какой-то атрибутикой. То есть сегодня это был такой атрибут вот этого матча. Ну что, вот и стемнело, немножечко похолодало, но гроза, которую нам обещают здесь местные синоптики, она не наступает. Уже темно, извините за качество картинки. Эти такие странные конструкции тут вокруг. Не очень понятно, что здесь было раньше. Не знаю, но мы идем прямо. Ну, в принципе, проход на стадион не был таким длинным. Вот я оказался на трибуне, ну и принялся как-то фиксировать происходящее вокруг меня. Раньше самый хороший футбол у нас был Арарат Динамо. Ностальгия есть, ностальгия. Но кто-то говорит, что сегодня Армения может проиграть, чтобы в Лигу С вылететь там лучше. Вы думаете, не будет так? Это зависит от игры. Кто хорошо будет играть, тот и выиграет. Это футбол. Ну, в Тбилиси, я думаю, без шансов, да. Не знаю, посмотрим. Вот и болельщики Армении появились наконец-то. Парни, короткий прогноз, какой счет? Не хотят. Что? Остается минут 20 до начала игры. Давайте я вам покажу, как здесь все происходит. Очень шумно, музыка играет, очень много грузинской команды. Сакартвело, вы уже слышали. Конечно, по традиции хозяева на разминке освистывали гостей, но, знаете, все равно это было по-доброму, вот как у нас в комментариях, в общем-то, дружба народов, и соседям, армянам и грузинам, я думаю, делить особо нечего, кроме как очков на футбольном поле, забитых мячей.
Тут уже я узнал состав команды. В принципе, я угадал. Вот посмотрите на состав сборной Грузии. Квиквискири, наверное, единственный футболист, которого я не ожидал увидеть в стартовом составе, но в остальном все было предсказуемо. И еще, наверное, меня удивило то, что Саньоль решил сыграть в 4 защитника, в 2 центральных. Хотя вот эти защитники, я с самого начала обратил внимание, что они просто стояли очень глубоко, практически на чужой половине поля. Иракли Азарави и Отар Какабадзе, и Лучашвили, Гагличидзе в центре. И, в общем, так они двигались. В опорной зоне были Кучорашвили и Квиквискири как раз-таки. Центральная линия Чиквитадзе, Китаишвили, Давиташвили. И вот на острие Жорж Микаутадзе, который в итоге, можно сказать, и стал героем матча. Но давайте обо всем по порядку. Традиционные предматчевые церемонии. Конечно, послушали мы гимны. Это, как всегда, было очень эмоционально. Ну, армянский, конечно, больше, но грузинские флаги по всему стадиону. Пробки были на границе сегодня, а вот здесь вот такой вот бель-этаж. Как вам, а? Красиво. Вот такие колоритные болельщики тоже есть. А это публика Барсигяна так приветствует. Вообще здесь все перемешалось, и грузины, и армяне все вместе. В общем-то, по комментам было заметно, что будет именно так. Вот такая импровизированная трибуна есть, видите. Красавцы. Вот на каждом сидении флажок Армении. И что-то для перфа, видимо, это будет цвета флага армянского, я так думаю. Скоро увидим. Стоит сказать, что журналистов действительно много. Достанет ли он сегодня мяч из сетки? Посмотрим. И потом игра началась, и, знаете, началась как-то так спокойно. Я вот еще в аэропорту обратил внимание, что какие-то тут уверенные такие грузины, спокойные, вот это самоуверенность, или это уже какое-то вот ощущение своего достоинства, не знаю, что это было. И вот игра так складывалась, знаете, моментов вроде особо не было, но Грузия мяч забрала, спокойно его катала, что-то обостряла. И я задумался вообще, а как этот матч сложится, что будет в нем? Вот это и у Грузии шанс! Но тот же Зурико! Ай-яй-яй! Каутадзе ударить не дали. Веселая игра, знаете, я думаю, что закрытого футбола мы тут не увидим. И посмотрите, как глубоко фланги поднимаются. Вот Иракли Азарави, он сейчас чуть ли не дальше всех футболистов сборной Грузии находится к чужим воротам, а? С чего рука закручивал? Вот это контр! Что будет? Что будет? Ничего! Ха-ха-ха! Ничего! Ничего себе.
Сначала было непонятно, вроде бы сборная Армении так компактно оборонялась и не допускала. Вот эти вот фланговые защитники, толку от них особого не было. Кочарашвили туда-сюда переводил, но как-то дальше этих забросов ничего не доходило. Но потом возник один момент, второй момент, и Кочарашвили в итоге счет в матче открыл 1-0. И вот тут-то я понял, что теперь Армении будет непросто. Кочора забивает гол, я его не снял, я его проспал. Назревал забитый мяч. Я прекрасно не помню, когда в последний раз Грузия вперед походила, но сегодня они забили первым. Я думаю, что вряд ли они выпустят победу. Буквально через несколько минут уже была ответная атака. И посмотрите, что там сделал Мамардашвили. И знаете, что самое интересное? Ну, практически сразу же после этого сейва он вынес мяч. Причем это так резко было, так неожиданно. Я вот каким-то чудом успел этот эпизод снять. На Жоржа Микаутадзе, который со острейшего угла сделал счет 2-0. Ворота, кстати, мяч летел. Мамардашвили голевая. Сейчас все будут поздравлять, видимо. Ну, очень легко Армения пропускает, очень. Я боюсь, что это все разгромом может закончиться. Да, Мамардашвили сначала потащил, а потом еще и голевой. Ну и очередной гол Микаутадзе. И, в общем-то, подвел какой-то итог. Да, болельщики продолжали рьяно скандировать, поддерживать и Армению, и Грузию. Посмотрите, как это было. Но было ощущение, что как будто бы игра уже решена. Ну, 2-0, вот команда уходит на перерыв. Фух, ну что сказать по первому тайму, но в начале было ощущение, что Грузия будет нащупать свой футбол, нужно это какое-то время, потом как будто бы это получилось, начали возникать моменты, но когда был забит первый гол, мне казалось, что план Саньори не работает, потому что, знаете, как будто бы не так остро было, да, сыграли в два центральных, по краям Азарове и Какабадзе. Вроде бы много мяч ходил через Кочарашвили. Не всегда он удачно его доставлял до того же Азарове. Знаете, я вот в целом по тайму, у меня ощущение, что быстрее и техничнее индивидуальные игроки грузинской атаки. И за счет этого мы видим счет на табло 2-0. Но меня поражает реализация, вообще уровень реализации моментов какой-то потрясающий. Потому что было по факту 3-4 момента за тайм, ни одного промаха, там один раз вратарь выручил, удар Микаутадзе был, тоже вратарь потащил. И все, а так, в принципе, все, что было, забили. Но хочется, чтобы второй матч в Тбилиси вообще имел какой-то смысл, потому что если сейчас, не дай бог, третий залетит или четвертый, то он, конечно же, превратится в формальность. А еще добавлю, что хотелось бы увидеть, конечно, на поле Георгия Заря, Гулиашвили. Ребята, они уж так просто кричат, заявляют о себе в национальных чемпионатах. И, не знаю, с другой стороны, если здесь будет какой-то комфортный счет, может быть, мы их в Тбилиси и увидим как раз. Но мне хочется все-таки интриги, поэтому извините уж, но я буду болеть за то, чтобы Армения хотя бы один гол забила. Я думаю, что сделает этот голландский тренер? Это его первый матч, он особо не знает команду, Силараяна нету, Спиртсяна нету. Но надо отдать должное местным болельщикам, они до третьего гола находились на трибунах, и были какие-то моменты, какие-то шансы. Но отмечу блестящую игру. Как Мамардашвили, так и Гагличидзе. Все они зачищали. Легенда осталась, но трибуны его прям поддерживают. Жестко сейчас что-то рвануло вообще. Все подохерели. Как в Сербии прям.
после этого уже была контратака, буквально через несколько минут, там Чиквитадзе выкинули, и я даже в видео сказал, что, ну, это гол, потому что, ну, Чиквитадзе не имеет права такое не реализовывать. Рядом был Джош Микаутадзе, он на него покатил, и 3-0. В общем, все понятно, пошли замены. Но знаете, что меня больше всего поразило? Что вот эти все перетурбации, изменения, оно все происходило, но Грузия продолжала играть первым номером. Она продолжала давить, она продолжала нагнетать. Прям должен забить, а? Мне даже жалко армян было, но хотелось бы, чтобы ну хоть что-то они забили, потому что ну как, ну соседи же. И да, ну моментов по-прежнему у них, в общем-то, и не было. Что, ждем еще гола от Зорико. Да, кто-то уходит, 81-я минута, пораньше домой. Ну, кстати, ребята решили флешки пособирать. Предприимчивые. Я добавил 4 минуты, но мне кажется, нужно сейчас заканчивать. Мальчики уходят, все понятно. Главное сегодня ничего не скажу. Ну, вышедшие на замену игроки, они, конечно, там нагнетали люто, и вообще под таким прессингом играть, конечно, не подарок. И я думаю, что Саньоль, возможно, об этом говорил нам на пресс-конференции, что нужно пробовать что-то новое. Ну, во-первых, новое — это 2 центральных защитника, новое — это вот этот сумасшедший прессинг, и новая, по сути, расстановка, по которой играл Саньоль. И, знаете, я еще обратил внимание, что не хватало как будто Хвичи Кварацхелии в этом составе, потому что тот же Чиквитадзе, он несколько раз закидывал, знаете, так, на ход Китаишвили, как-то прогнозируя его возможное движение в эту сторону. Но Китаишвили, он не вингер, он не нападающий. Он так невольно оказывался вот в позиции Хвичи. И как бы там атака захлебывалась. По поводу Зорико Давиташвили скажу, что он молодец, он трудяга, много чего делал, большой объем работы проделал. Но сегодня было ощущение, что немножко без толку он пробежал. Вот тот километраж, который у него был, потому что много движения, много всего, но в итоге в протоколе его фамилии нету. И, ну, наверное, можно было как-то более эффективно это делать, но что имеем, то имеем. Что касается Тиграна Барсигяна, тоже он прямо вот передо мной бегал практически, игрок сборной Армении. Тяжеловат он был как-то, мне это тоже в глаза бросилось, против легких защитников сборной Грузии. Там он терялся, но несколько раз он что-то там пытался сделать, мог пройти, но прямо остроты не было. А вот Севикян — это топ, вот давайте вам пару эпизодов покажу. Просто волшебник, и, наверное, вот в составе сборной Армении это был лучший игрок, вне всяких сомнений. В итоге игра катилась к своему логическому завершению, болельщики продолжали скандировать, радоваться, петь песни. В общем, настроение было отличное. Повторюсь, немного жаль мне было сборную Армении, но это футбол, и Грузия была сильнее, вне всяких сомнений. Выиграла с разгромным счетом 3-0. Чиквитадзе босиком вообще пошел. Кварацхелия пихает Давиташвили.
Пожалуй, мне тут особо больше и нечего добавить. Я хотел бы в конце сказать, если вы досмотрели до конца, поставьте обязательно лайк, подпишитесь на канал. Ну и если вы хотите, чтобы я отправился на молодежный чемпионат Европы до 21 года, вот здесь сейчас я вам покажу. Будет внизу ссылочка в описании, в закрепленном комментарии. Пожалуйста, поддержите мою инициативу. Нужно собрать сумму, чтобы эта поездка была возможно, чтобы она состоялась. К сожалению, пока там 0 копеек, 0 долларов, 0 центов, как хотите, ничего нету. Но я не отчаиваюсь, в общем, пробовать надо. Вот сборная Армении сегодня попробовала сыграть в футбол, у нее не получилось. Надеюсь, что у меня получится. На этом сегодня все. Завтра отправляюсь в Тбилиси, дорогу покажу, постараюсь сходить на матч Ю-19. И, конечно, 23 марта ответная игра на переполненном стадионе «Динамо». Билеты есть, репортаж будет, не сомневайтесь. До новых встреч. Сакартвелос Гаумар.